Сегодня мы приготовим самый нежный заварной крем. Он идеально подойдет для наполеона, медовика, бисквитов, рулетов, эклеров и других десертов. Он такой вкусный, что его хочется сразу есть ложкой. Готовится он из самых простых доступных ингредиентов. Если все сделать правильно и по рецепту, крем получится очень вкусным, нежным и гладким. Берем 500 мл молока. Лучше всего подходит молоко жирностью 2,5-3,2%. Почти все выливаем в кастрюлю, но оставляем примерно 50-100 мл в стороне. Молоко, которое в кастрюле, ставим нагреваться. Далее в миску разбиваем 2 яйца среднего размера. И сначала просто слегка их перемешиваем. Это нужно для того, чтобы при добавлении сахара желтки не пошли комочками, которые потом сложно растворить. Теперь всыпаем сахар, его количество регулируйте на свой вкус. В среднем это 100-120 грамм. И 40 грамм кукурузного крахмала. Он отвечает за густоту крема и одновременно защищает яйца от сворачивания. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся холодное молоко. Вливаем те самые 50-100 мл. Перемешиваем до полной гладкости. Так смесь становится более жидкой и легче соединиться с горячим молоком. Тем временем молоко в кастрюле нагрелось до горячего состояния. Не нужно бурного кипения. Маленькие пузырьки по краям – это идеально. Теперь тонкой струйкой выливаем нашу яично-молочную смесь в горячее молоко и постоянно мешаем венчиком. Мешаем без остановки, особенно по дну и углам. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Мне будет очень интересно. Когда крем загустел и появился легкий пар, провариваем еще 1-2 минуты. В горячий крем добавим 8-10 грамм ванильного сахара и перемешаем, чтобы он хорошо растворился. Переливаем крем в чистую сухую емкость, так он быстрее остынет. Посмотрите, какой он гладкий и блестящий. Накроем его пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка, и дадим остыть до комнатной температуры. Также нам понадобится 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Если масло очень твердое, нарезаем его кубиками и кладем на заварную основу. Оно быстро подтает, но следите за процессом, чтобы оно не растаяло полностью. Заварная основа остыла. Снимаем пленку. Друзья, полный рецепт крема вы найдете в конце видео. Посмотрите, какая получилась консистенция. Берем мягкое сливочное масло и взбиваем его до бела, чтобы оно стало воздушным и нежным. Остановите миксер и лопаткой соберите масло от стенок к центру. Оно даже отличается по цвету, там оно более желтое. И еще немного взбейте до однородности. А теперь частями добавим заварную основу комнатной температуры. Аккуратно соединим все в один гладкий крем. И вот великолепный, нежный, шелковистый крем готов. Он такой вкусный, что его хочется сразу есть ложкой. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео.
Обязательно сохраните рецепт, он точно станет вашим любимым. Всем пока! В кастрюльке смешаем 1 яйцо, 100 грамм сахара, перемешаем до однородного состояния, после чего добавим 150 мл молока. Все соединилось, ставим на средний огонь и варим, постоянно помешивая до загустения, но ни в коем случае не кипятим. Температура заваривания должна быть около 80 градусов. Консистенция готовой основы должна напоминать жидкую сгущенку. Заварную основу остужаем до комнатной температуры. Берем 150 грамм сливочного масла, оно должно быть мягким. И взобьем до пышного состояния и побеления. Добавим 10 грамм ванильного аромата. Теперь по столовой ложке вводим заварную основу в масло, взбивая на средней скорости. Чтобы крем не расслоился, заварная основа должна быть комнатной температуры. Если крем вдруг расслоился, подогрейте миску с кремом над теплой водой или в микроволновке и взбейте еще раз. Добавим 1 столовую ложку рома или коньяка. Конечно, это по желанию, но очень желательно. Это придаст торту неповторимый аромат. Если хотите, чтобы спирт полностью испарился, добавляйте ром или коньяк во время варки крема. Спирт уйдет, а аромат останется мягким и приятным. Сегодня мы приготовим торт Наполеон очень простым и быстрым способом. Для приготовления слоеного теста нам понадобится 125 грамм сливочного масла, 90 мл воды, щепотка соли, 250 грамм муки и 1 столовая ложка водки. Готовить мы будем в обычном блендере. Высыпем в него 250 грамм просеянной муки и 125 грамм холодного, слегка подмороженного сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Добавим щепотку соли и измельчим все до состояния крошки. Проверим, не осталось ли больших кусочков масла. Посмотрите, как хорошо и быстро масло порубилось с мукой. Добавим 90 мл ледяной воды и 1 столовую ложку водки. Водку можно заменить на столовый уксус. Замесим тесто. Замешивать нужно недолго, до тех пор, пока масса не начнет собираться в ком. Для большого торта делайте двойную порцию. Тесто этим способом получается идеальное при минимуме усилий. Все, как видите, тесто готово. Осталось переложить его в пакет или завернуть в пищевую пленку. Руками тесто ни в коем случае вымешивать не нужно. Просто соберите все в комок.
Отправим в холодильник на 30-40 минут. Приготовим заварную основу для крема. В сотейник разобьем 1 яйцо. Добавим 150 грамм сахара, 50 грамм муки и все тщательно перемешаем, чтобы не было комочков. Можно добавить 1-2 столовые ложки молока из общей массы. Когда масса стала однородной, введем остальное молоко. Поставим на огонь. Время от времени нужно помешивать. Когда крем начнет густеть, мешать нужно непрерывно. Дадим прокипеть в течение 1 минуты. После чего перельем в сухую емкость. Добавим ванилин. Накроем пленкой в контакт и охладим до комнатной температуры. Достанем тесто из холодильника и разделим его на 6 частей. Если вы готовите двойную порцию, тесто также делится на 6 частей, только диаметр коржей будет уже 28-30 сантиметров. Раскатаем один из кусочков, немного присыпая рабочую поверхность мукой. Обрежем края. У меня диаметр 22 сантиметра. Наколем тесто ножом или вилкой в нескольких местах. Выпекать будем при температуре 210 градусов 7 минут. Духовка должна быть хорошо разогрета. Корж при выпекании немного уменьшится в объеме, но когда торт постоит, он восстановит свою форму. Один корж готов. И так мы поступаем со всем остальным тестом. У нас получилось 6 замечательных слоистых коржей и один с небольшим из обрезков. Самый некрасивый корж мы оставим на посыпку. Приготовим крем. Забьем 100 грамм мягкого сливочного масла жирностью 82,5%. Забьем до пышного состояния. Далее добавим частями заварную основу комнатной температуры. Ну и вот крем готов. Соберем торт. Условно разделим крем на 6 равных частей и каждый корж перемажем кремом. Мне удобнее собирать торт в кольце, но это совсем не обязательно. Также удобнее перемазывать коржи, перевернув их вверх дном. Все, торт мы собрали. Из остатков сделаем крошку и украсим ею торт. У меня торт простоял при комнатной температуре около 3 часов. Вкусно и очень просто. Я уверена, у вас все получится.
Друзья, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне будет очень приятно.